Приветствуем вас, наши подписчики и зрители канала Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Если вы еще не подписались на наш канал, подписывайтесь, не пожалеете. У нас много интересной и разнообразной информации о выращивании овощей, садовых растений, о климате, о погоде, о цветах. Именно о цветах и пойдет сегодня речь. И эту тему подсказали наши зрители и подписчики социальной группы в Одноклассниках. Вы уже видите на экране эти великолепные, царские, королевские цветы, которые мы стали выращивать по другому способу, чем раньше. И к этому способу нас привела случайность, хотя случайностей не бывает. Получив в ноябре, а именно 28 ноября 2020 года, а затем в апреле, в середине апреля 2021 года лилии с ростками, а именно только с ростками почему-то присылают, мы их высадили в горшки. Я уже знаю, опыт был, что ростки, нельзя такие лилии с ростками высаживать в открытый грунт. Затем вот зимой посаженные в ноябре, 28 ноября, уже холодно было, зимой луковицы жили в теплице, а в апреле я из горшков перевалку провела в большие цветочные вазоны. Весна была холодной и влажной, поэтому нельзя было уже с цветоносами высаживать вот эти растения в открытый грунт. Они бы тоже погибли. И получив очередные луковицы с ростками, естественно, в апреле я уже сразу их высадила в большие вазоны для выращивания цветов. Потому что, хотя и надеялась, что станет тепло и сделаю перевалку из вазона в грунт, но уже знала примерно, что у нас будет холодная длинная весна и холодное лето влажное. И поэтому мои мечты и планы не сбылись. Холодный дождливый июнь внес коррективы в мои планы, и я оставила в теплице все свои растения, а в июне вынесла из теплицы, занесла под навес у веранды с южной стороны, где мои цветы не заливались холодными ливнями. Благодаря таким посадкам мои лилии, посаженные 28 ноября в горшки и оставленные на зимовку в теплице, порадовали цветами уже в первых числах мая и цвели весь май, а апрельские посадки зацвели уже в первой половине июня. И разные сорта были ранние и поздние, они цвели до середины июля. И вот уже в августе месяце я их не поливала, ранние сорта перестала поливать, они раньше цвели, и вот они стали засыхать. Важно, чтобы они ушли в состояние покоя. Естественно, ранние сорта уже с засохшими листьями и цветоносами, поздние еще зеленые, но я их не поливала. Но пришло время уже и их готовить к зимовке. 4 сентября 2021 года. Убывающая луна в знаке Лев. Замечательное время для того, чтобы подсушить, провести подготовку луковиц к следующему сезону. Я беру, не обрезаю, хотя можно было бы обрезать. Я все-таки надеюсь, что еще часть у луковичных тоже этот процесс происходит такой. Все возвращается к луковичке, должно вернуться. Хорошенько промываю. Здесь у меня раствор марганцовки. Средний раствор марганцовки. И сюда отправляю. Лучше сохнут. И никаких грибковых заболеваний тогда не должно поступить. Сейчас может у каждого повториться такая же ситуация, как я вам показывала и рассказывала, что со мной произошло. В прошлом году я в конце ноября получила луковицы лилии, и весной тоже были проросшие, то есть были росточки. Это у меня лилия сейчас уже выкопана для того, чтобы она подсохла, и, естественно, я уже корешки высохнут и буду их складывать на хранение. Они у меня правильно сейчас пока хранятся, поэтому они не растут еще. Они находились в сухой земле. Так как зима нынешняя будет с резкими перепадами различных температур и погодных аномалий,
Я бы на месте тех, кто получает сейчас луковицы лилий, если эта лилия очень дорогая и, естественно, вы на нее такую надежду возлагаете, что это будет очень красивый цветок, тогда посадите вот как я иногда делаю. Возьмите горшок. Если у вас есть возможность, ведро можно даже, только дно, чтобы было вырезано. И желательно, чтобы это ведро было ровное. Если же нет ровного, тогда сюда вот у нас есть видео, как мы это делаем. Пленочки так вот, полосочки. И затем очень легко при поливе они вытягиваются, когда вы же будете весной высаживать. Сейчас важно сохранить луковицу. Что для этого мы делаем? Мы берем, вот в данном случае у меня вот такой горшок есть. Его достаточно будет для вот этой одной лилии, для одного цветка. И тогда будут очень хорошие цветы. На дно засыпаю вот такие кусочки. Это строительный материал, я его очень активно использую. И далее засыпаю, у меня, видите, какая хорошая подготовлена земля. Но эта земля не должна быть мокрой. Очень важный момент, не должна быть мокрой. Засыпаем вот так вот. Вот эту земельку. Не поливайте, потому что до момента, когда уже будет холод, вот лилия в грунте должна находиться не проросшая, где-то около месяца. Очень хорошо около месяца. Вот у нас вот такая высота. Итак, у нас 3 высоты луковиц. Нормально. У меня корни просто еще сухие, не сухие, поэтому я ее, конечно же, выкопаю. Просто хочу показать принцип. И она у меня дальше будет сохнуть, готовиться к зимовке. Вот. Значит, вот таким образом по центру садите луковичку лилии. У меня просто вопросы есть о дорогих лилиях. И засыпаете. У меня, видите, специальная земля. Очень такая пушистая, воздушная. Здесь кокосовый субстрат. Здесь немножко песочка и дерновая земля. Лилии любят именно вот такую землю. Вот. И не поливаем, но это еще не все. Вот как можно сохранить лилии в случае очень сложных погодных условий. Вы посадили, теперь пойдем с вами будем высаживать в землю. Но это место должно быть на возвышенности, имею в виду, сюда не должна затекать вода, потому что осадки будут контрастными, резкими, и если будет много воды, наша луковица может быть замочена и погибнуть еще даже весной. Поэтому мы выбираем такое место, где мы можем этот горшок посадить вместе с лилией, где не будет вот этого места сбора воды. И еще один вариант. Если вы получили лилию уже с росточком, не вздумайте ее выламывать. Вот эту часть, росточек лилии, он может быть маленьким, большим, в любом случае. Но и эту лилию высадить в открытый грунт нельзя, потому что она погибнет. Только сильный мороз будет. Мало того, что она уже укоренится еще, и будет мороз, и, естественно, вот эта часть у вас погибнет. И сама лилия будет очень долго отходить. Если она останется живой еще, то в следующий год вы не получите цветка. Да, будут листики, но цветок у меня был такой опыт. Я 2 года ждала, пока вот такая лилия с росточком, которую я посадила осенью, она просто-напросто не дала цветочка. А только уже на 3-й год появился цветонос и был цветок. Но и то он мне не очень нравился. Поэтому получаете вместе с цветоносом, ищите способ, как я в прошлом году, посадить правильно горшок и в теплицу. Или же в какое-то место, где у вас может быть тепло, потому что, пока можно содержать в холоде, то есть на улице, но когда только начинается холодное время, естественно, мороз или будет обледенение, быстренько достаете этот горшок и переносите в теплицу. Или же даже в доме, если есть росток, можно даже посадить в горшок
И затем, когда наступает холода, занести в дом. И у вас даже цветок будет зимой, весной появится на окошке. Эти лилии при хорошей посадке, так как я показывала, они очень хорошо и адаптируются в этих условиях и тоже будут цвести. Ну, а если вы получили вот такую лилию без росточка, тогда можно хранить на нижней полке холодильника, где поменьше вот этот контраст температур. И, естественно, возьмите сухие опилочки, засыпьте по опилочке, закройте. Но снова же нужно будет давать воздух, открывать, просматривать лилии. И вот таким образом они при определенной температуре будут храниться у вас до весенней посадки. Но я предпочитаю, конечно, хранить их в сухом месте. У меня есть такое сухое место, помещение, где нету такой влаги, высокой влажности, и они у меня будут находиться до момента, когда пойдут росточки, и уже увижу только росточки, я уже опыт имею, буду высаживать в горшки и получать раннее цветение лилий. Есть теплица, и я этот момент буду обязательно использовать. Итак, выбрано хорошее место на высоте. Копаете яму высоты горшка вашего. Или ведро у вас будет, что угодно, но обязательно яма должна быть высота вот этого горшка, в котором посажена луковица лилии. Так, посмотрим сейчас, попробуем. Вот, смотрите, получается, посажена по высоте луковицы и посажена по высоте. Сейчас мы ее можно высаживать вот таким образом, засыпать земельку. И получится, что она адаптируется. Кстати, еще раз напоминаю, не поливаем. Полив спровоцирует бурный рост луковицы, а вам это не нужно. Земля должна быть вот такая не влажная, не переувлажненная. И засыпаю со всех сторон. В чем прелесть вот этой посадки, я ее очень активно использую. Можно очень легко потом откопал и забрал ее. Занес туда, куда нужно, в себе. И тут можно, вот смотрите, можно просто вот это землей, которая здесь есть. Ну, естественно, нужно какой-то значок по центру поставить. Вот я могу даже вот так себе оставить вот этот знак, чтобы видеть, что здесь у меня находятся цветочки посаженные. И очень легко, удобно потом взял, видишь, что прогнозы такие достал и перенес. Как это делается потом? Вот прогноз идет. Идет холод сильный, холодный циклон. Зимний, снежный циклон такой. О, достал, все, вынес, занес себе в теплицу или даже под пол, где-то место, где вот какое-то время может находиться луковица. Вот видите, здесь земля не влажная, луковица готовит себе постоянно. Если вы будете поливать, то, естественно, она проснется, период покоя закончится. А так вот в этом грунте, который не залитый, период покоя будет находиться еще. И очень хорошо будет она вот в таком состоянии до момента холодов. И в случае, если зальет, или вы видите, что прогноз сильный идет, ливневый циклон, лед, обледенение еще, вы можете спокойно забрать. И затем уже весной, что делаем мы весной, мы об этом будем рассказывать. Пока вот таким образом сохраняйте свои луковицы лилий до момента, когда уже солнышко повернет на весну, где-то до февраля-марта месяца. А теперь выберем лучшие периоды сентября для посадки лилий.
Сразу же хочу сказать, что я очень люблю, чтобы корневая система была очень мощной. И, естественно, это должна быть растущая луна или же момент сразу же после сожженного пути полнолуния. Поэтому, смотрите, в сентябре есть такие два периода, очень хорошие, когда и луковицы будут крепкими, здоровыми, медленно будет развиваться корневая система, и рост будет медленно. Это у нас 14 сентября. После 16 часов лучше это сделать. Ну, а самый лучший продуктивный период – это 15 сентября. В течение суток вот этот продуктивный период лучше всего использовать для посадки лилий. Далее это растущая луна. И еще один очень хороший период сразу же после сожженного пути полнолуния. Телец, снова дни корня. Это время начинается 23 сентября. Уже к вечеру поближе, но самый продуктивный период это будет 24 сентября, все 24 часа, или же до обеда можно посадить 25 сентября, это время Тельца. Ну а теперь мы подведем итоги. Если вы получили луковицу проросшую, высаживайте. Ни в коем случае не обламывайте росток, иначе вы потеряете растение. Если росток выломать, толку не будет. 2 года точно цветения не будет, а может вообще погибнуть. У меня такое тоже есть в практике. Значит, если нету ростка, хорошие луковицы, здоровые, берете сухие опилки, или же сейчас продаются различные наполнители, они как раз без всяких спорогрибковых заболеваний. Смотрите, что в ваших магазинах есть. Сухие наполнители засыпаете и в какую-то коробочку, но чтобы было дыхание, сделайте дырочки, вот пластиковые есть такие коробочки, которые закрываются с крышечкой. Сделайте дырочки, засыпьте вот этим наполнителем и, естественно, можно даже, кстати, кокосовый субстрат. И на нижнюю полку холодильника. Если у вас есть росток, если лилия с ростком, высаживайте ее в горшок и готовьте ее спокойно к зимовке. Это таким же образом, как я делаю. Будет до мороза находиться в горшке, высаживайте, а очень аккуратно, чтобы росток не повредить. И затем вот эту лилию с горшком, вернее горшок с лилией, заносите в теплицу перед зимовкой, как сделала я в прошлом году, и получила раннее цветение очень красивых лилий, разных лилий. Это подходит для любых сортов лилий. Пусть кто там что ни говорит, есть зимостойкие, морозостойкие. В первый год, когда вы начинаете работать с этим растением, с луковицей этого растения, нужно обязательно очень тщательно, бережливо относиться к этому прекрасному растению, к луковице, и подготовить ее к тому, чтобы она уже выращивалась у вас потом на постоянном месте. Летом можете высадить ее, пересадить из горшка. Это очень легко делается. И затем получите, уже оставите эту луковицу, растения, если это морозостойкие и их не надо выкапывать, можете оставить уже в земле, и пусть они там уже растут и радуют вас уже много лет вот этими красивыми. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы, когда посадить в сентябре луковицы лилий, которые вы уже получаете, уже по почте приходят. Рассказали вам об особенностях посадки с ростками и без ростков вот этих прекрасных луковиц. И мы прощаемся на этом. Если будут вопросы, задавайте. Используйте наш опыт, пробуйте сами что-то делать. Мы для вас подготовили это видео и всегда радуемся, если у вас это все приносит пользу, и радуемся вашим прекрасным результатам. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео.